привет! С вами Айман Ескараева. Очередной прямой эфир. В этот раз хотела с вами поговорить на очень важную тему. Это иммиграция, пути иммиграции в Эмираты, какие существуют основные, и рассказать вам в целом картину, да, каким образом можно получить визу резидента. Разберем также вопросы касательно, какие особенности существуют, кому какую визу лучше получить, кому какая виза подходит резидента. Ну и самое главное, я остановлюсь на положительных и каких-то негативных аспектах той или иной резидент визы, какие могут быть последствия. Итак, друзья, вообще иммиграция как таковая, вы знаете, гражданство получить нельзя в Эмираты, но можно пожить. Можно пожить, огромное количество людей живет очень долгое время, в период времени, поэтому, в принципе, ничто вас не должно останавливать. Если вы хотите попробовать пожить в Эмиратах, то вы можете подобрать какую-то одну из видов резидент-виз, которые вам подойдут. Итак, вообще законно, чтобы легализоваться, что такое резидент-виза резидента, да? Это право постоянного проживания на территории Эмиратов и именно о том, какие бывают особенности, именно какие преимущества при получении резидент-визы, я подробно останавливалась, у меня есть на YouTube-канале видео, где какие преимущества: это банковский счет, это получение водительских прав, это право постоянного проживания, это право аренды в последующем долгосрочно и иные факты, которые вы можете использовать абсолютно наряду как граждане Эмират, за исключением того, что вы не будете получать какие-то привилегии как граждане Эмират. В целом резиденты живут комфортно, и ни в чем мы себя не ощущаем ущемленными, наряду со всеми получаем права и несем какие-то определенные обязательства. Итак, поговорим о том, какие бывают резидент-визы. И, конечно, если вы получили визу резидента, пока не забыла, скажу, что вы должны находиться на территории Эмират хотя бы один раз в течение полугода. Да? Если вы взяли визу резидента и постоянно проживаете на территории своей страны, то у вас, конечно, в последующем будут проблемы с продлением визы, вам нужно будет, может быть, в аэропорту будут возникать вопросы. Часто бывает, что если вы уже как заезжаете, у вас в резидента виза была, но вы не находитесь на территории Эмират более полугода. Вот, поэтому такой вопрос в момент есть также. И кто нелегально живет на территории Эмирата, такие тоже есть, единичные случаи, это в основном люди с, скажем так, совсем бедных стран, которые когда-то заехали, нелегально здесь живут, у них пошли штрафы, просрочки за нахождение нелегально и так далее. То есть избегайте таких фактов, зачем вам иммиграционные проблемы, тем более, что страна совершенно дружелюбная, много очень возможностей себя легализовать и жить спокойно, и работать, и, соответственно, трудиться, да, в Эмиратах. Итак, бывает несколько видов виз резидента. Первая виза резидента – это виза рабочая, самая распространенная. Самая распространенная рабочая виза это дается тем, кто приходит работать сюда. Сразу хочу сказать, возникают вопросы, можно ли рабочую визу получить, находясь за пределами своей страны, когда вас пригласили на работу. Да, такое бывает, на самом деле не редкость, но опять же тут надо смотреть в зависимости, какая профессия, какая специализация у человека, какая компания зовет, возможно, кому-то везет. Но в любом случае на территорию вы когда заезжаете уже как приглашенный работник, здесь в любом случае вы оформляете те же процедуры, проходите, но, как правило, это редкость. В основном люди приезжают, находят работу, и после этого им оформляют рабочую визу. Рабочую визу оформляет работодатель, с этим у вас проблем возникнуть не должно. Единственное, сейчас хотела бы сказать, что эта виза подходит всем, все могут работать. Единственное, есть ограничения по поводу того, что возрастной критерий где-то есть, не всех берут на работу. Вам не будут говорить об этом, но уже после какого-то определенного периода людей уже трудно трудоустроиться людям. Какие существуют риски, когда вы берете по рабочей визе, приезжаете в Эмираты? Первый риск, самый главный, друзья, это очень часто я получаю вопросы, когда приезжают работать, когда им продали, да, визу резидента, говорят, ты устройся на работу, продают, и я вам скажу, друзья, огромное количество людей потом подлежат депортации. Недавно у меня был кейс, обращение, да, когда гражданка вот тоже покупала визу, типа она работает,
И когда уже цепочка, клубок распутали, эту компанию как бы взяли, скажем, под наблюдение, начали дальше проверять, кто еще незаконно получил. Итого около 200 или 300, там, в общем, огромное количество людей купили визу резидента, якобы они рабочие визы работают, и таким образом компания нелегально осуществляла продажу рабочих виз. Это очень чревато, друзья, не сталкивайтесь с таким, избегайте вообще всего нелегального на территории Эмиратов. Вот. Поэтому таким образом этот человек подлежит депортации, так же, как и все остальные, кто в этой цепочке находится, да, кому не продавали визы. И здесь без вариантов, то есть сами подлежат, ну, компанию, соответственно, штрафуют, и всех работников тоже подлежит такой человек депортации. Вот. Это касается от первого риска такого, да, если вы делаете это нелегально. Также, если вы, допустим, продали, вам несанкционированная продажа бывает, да, это когда некие компании, кадровые агентства берут с вас деньги, потом выясняется, что, оказывается, вообще они не имели такой лицензии. Имейте в виду, друзья, что кадровые агентства, они все имеют лицензию. Вообще вы ни за что не платите. Когда вам оформляют рабочую визу, любая адекватная, нормальная компания все расходы берет на себя. Если она не может на себя взять такие расходы, которые по меркам Дубая считаются такие обычные расходы, стандартные на работника, значит, эта компания уже как бы вызывает подозрения. На самом деле вы не должны платить ни за медицинскую страховку, вы не должны платить ни за штамп в паспорте, и все эти переводные моменты, когда от туристической визы, когда вы заехали на территорию Эмират, вы получаете рабочую визу, все расходы, абсолютно все расходы несет работодатель ваш. Вот, ваша задача только работать и, соответственно, выполнять свои обязательства трудовые, и вы будете на рабочей визе своего работодателя. Это касается вот того, что вы не покупаете визу. У меня очень часто спрашивают, можно ли вот оплатить, какая-то подозрительная компания говорит, мы тебя трудоустроим, ты оплати и так далее. То есть вот этот момент должен вызывать подозрение, потому что никто в Эмиратах не берет деньги с работника за оформление на работу. Дальше, ну, конечно, риски, когда есть еще один важный такой момент, друзья, если вы, как правило, наши, кто не осведомлен, приходят и начинают сразу работать. Но это по умолчанию бывает, что работают, пока виза оформят, ознакомительные визиты вы делаете на рабочее место, скажем так, а по сути вы по факту работаете. Проходили вы месяц-два, вы чувствуете, что вам визу не оформляют, это и есть ваш риск, то, что вашу визу, ваш паспорт забирают, возможно, делают такой, знаете, имитация бурной деятельности, что как будто они делают вам визу. На самом деле бесплатно работаете вы. Как правило, это бывают такие работы, когда туристическо-гостиничные какие-то бизнес, какой-то, скажем так, сезонный бизнес, когда работодатель хочет быстро закрыть какой-то свой вопрос, потом начинает вот эта тягомотина, когда вам не оформляют визу, и вы просрочили. И часто, очень часто, когда ко мне приходят, мы, юристы, вам не можем помочь, потому что вы не оформили трудовой договор, вы не сели на визу рабочую. То есть, по сути, вы даже еще не работник, поэтому сказать, что мы можем защитить, обратиться, то есть первый вопрос к вам будет, почему вы работали на такой как бы компании, где вы не оформили рабочую визу. Вы имеете полное право не выходить на работу, если вам не оформили рабочую визу. Зарплата ваша официально, вы требовать можете, все права ваши возникают с момента подписания такого, регистрации этого контракта трудового. Все контракты регистрируются, все это проходит через специальные государственные органы Министерства труда, эмиратизации. Поэтому, друзья, вот этот очень важный момент не упускайте. Потом вы не сможете доказать ничего, ни зарплаты, и виза у вас просрочена туристическая, то есть остается один на один со своими проблемами, а работодатель, как говорится, умывает руки, он ни при чем, он просто отмалчивается, ну, кто по-разному себя ведут, но очень часто такие случаи бывают, друзья, поэтому это еще один риск, когда вы по рабочей визе приходите, на что надо обратить внимание. Ну, конечно, отсюда вытекает еще один момент, когда компания плохая сама компания, то есть она, может быть, отобрала ваш паспорт, там разные трудовые тоже проблемы возникают, это можно тоже у меня на YouTube, я отдельно рассказывала, какие трудовые вопросы и конфликты возникают, это не без этого, эта страна при всем при том, что старается сделать максимально все
для своих экспатов, для всех, кто приезжает на территорию работать, но, как говорится, невозможно, да, идеальную создать атмосферу, чтобы все были довольны, и бывают конфликты очень часто, и работодатели бывают недобросовестные. Вот. Что касается вообще самих, я бы посоветовала тем, кто приходит работать, наверное, это не попасть в плохую компанию, друзья. Когда говорят плохая компания, это даже не то, что даже работодатель. В целом компания плохая, это когда вы попадаете в среду, и молодые девушки, парни, вот будьте аккуратны, лишний раз ни с кем пока не сближайтесь, присмотритесь к людям, не торопитесь делать выводы, не надо доверять, особенно не надо хвастаться, что у вас есть деньги, что вы что-то продали, что-то вы хотите вложиться, не рассказывайте никому свои идеи. Как правило, здесь есть люди, которые вот почему-то они нацелены на то, чтобы вот новичков брать, как говорится, в оборот, будь то молодые девушки, которые попадают в какие-то обещания бесконечные, там можно драмы, тоже приходят с такими вопросами, либо молодые люди, которым что-то там продали, деньги забрали, то есть очень часто такие бывают, вот, и именно наши, те, кто только заехал, они попадаются больше, потому что они еще немножко не окрепли, они немного имеют такое искаженное представление, вот, как, скажем так, только новорожденные, можно сказать, немножко наивные, поэтому, пожалуйста, не торопитесь, это для тех, кто вот впервые, хочется сказать, что на территории пытается вот пока приехал обжиться. Друзья, второй тип визы, переходим, если у вас будут вопросы, задавайте, я буду рада ответить. Второй тип визы, который дает право здесь жить и получить визу резидента, это виза на бизнес. Я рассказываю по распространенности, по популярности. Первая виза это рабочая виза была, вторая виза инвестора. Виза инвестора делится на визу инвестора в бизнес и делится на визу инвестора в недвижимость. Сейчас остановимся на каждой из виз более подробно. Рабочую визу мы рассказали. Значит, что касается бизнес-инвестора, да, это тот, кто открывает компанию. Очень часто многие открывают компанию, вы знаете, это очень популярно. Иметь бизнес хотят все. Кто-то действительно открывает компанию, а кто-то просто, чтобы получить визу резидента и, возможно, попробовать свои силы в каком-нибудь консалтинге, в какой-нибудь своей отрасли. Чем привлекательна виза бизнесмена, в отличие от рабочей визы? Конечно, плюсы свои есть и минусы есть. Конечно, здесь вложения ваши собственные полностью. Если в рабочей визе вы можете приехать и даже тот же бизнес, да, вы можете делать, но находясь на визе рабочей, если вы согласовали с работодателем, если это никак не конкурирует, вот. А вот бизнесмена виза, конечно, она дает вам более такой, скажем, свободу большую. Но с другой стороны, тут вытекают и свои обязательства, что вы сами несете ответственность за соблюдение законодательства, начиная с момента создания компании, как вы это будете все оформлять. И я вам сейчас расскажу плюсы, вы сами можете, в принципе, понять, очевидно, можете спросить. О плюсах говорят многие, там безналоговый режим, легко открыть. Я расскажу на те моменты, на которые вам надо обратить, потому что очень часто бизнесмены сталкиваются с проблемами, которые именно касаются того, что они где-то неведении были. Значит, самый основной риск, который бывает, это то, что вам ее дорого открыли. Ну, один из рисков, скажем так, не то чтобы самый основной, но очень часто бывает, что завышены цены на открытие тех, кто делает такую услугу, оказывает. Иногда бывает, что, в принципе, самим открыть гораздо дешевле, но из-за того, что вы не знаете, как это делается, если вы хотите это делегировать, не проблема, если у вас есть средства, то это, конечно, лучше эту головную боль отдать кому-то, кто знает и кто сделает свое дело. Но если вы имеете достаточно, скажем так, сами шустрый человек, бывает, бизнесмены, как правило, если приходите, и я часто рекомендую, что лучше открывайте сами, будете проходить этот путь, все равно вам нужны знакомства, вам нужно пройти этот путь, и в этой стране вы не можете открыть бизнес и быть не при делах, не знать, и что-то кто-то за вас делает. Всегда лучше самому вникать и самому понимать процессы, вы будете хотя бы понимать менталитет, процедурно будете вникать в эти вопросы, чтобы в последующем даже контролировать тех, кого вы будете нанимать на эту работу. Ну и, конечно же, один из самых основных рисков при открытии бизнеса – это то, что вы лицензию неправильно вас ориентировали.
бывает такое часто, ну, вот сталкивалась я с этим тоже, очень так вот, знаете, неприятно люди обнаруживают в последующем, что они, оказывается, не ту визу открыли, то есть они не могут работать по данному виду деятельности, совсем другой имели в виду. В Эмираты, когда приходите, надо знать, чем вы будете точно заниматься. Это не так, как в наших странах, да, открыли ООО или ТО и думаете, ну, что-нибудь, да, подумаю, что сделать, да, могу это, могу то. Нет, на самом деле в Эмиратах запрещено все, что не разрешено. То есть вы должны по лицензии брать именно ту, которая вам подходит. И вот этот риск ваш тоже серьезный, потому что вы потратили деньги, энергию, время, а по сути с этой лицензией вам идти там, и продавать нельзя. Может быть, это было вот услуги или какой-то вы не досчитали, не понимали, вначале как-то бизнес-план свой не сформировали, и после этого столкнулись с таким вот явлением, что вы не можете работать по этой лицензии. Вам придется либо докупать, либо менять, либо заново открывать. Вот этот риск существует, поэтому будьте внимательны на стадии, когда до того, как открываете. Во-первых, вы должны сами четко понимать, чем будете заниматься. Во-вторых, вы должны такую же лицензию получить и на той территории, которая вам подходит, а не так, что вы там где-то в фризоне взяли, а оказывается, работать будете в мейнленде, да, это основная земля. Вот, значит, еще один такой риск важный, друзья, который, может быть, если вы не знаете, пожалуйста, будьте в курсе, что сейчас банковский счет открыть нелегко. Банковский счет не открывают так вот легко и просто, как это было ранее, и сейчас с этим сталкиваются практически каждый. Даже те, кто имеет свой текущий счета, уже сталкиваются с тем, что им закрывают счета. Поэтому надо быть, вот этот момент просчитать, что есть определенные требования, вы должны показать банковские свои платежи, источники доходов, с какой страны, где вы как получали, то есть все это должно быть легально, транспарентно, да, понимание такое было прозрачное, для того, чтобы местные банки к вам вопросов не предъявляли и открыли легко и просто. Для этого нужно очень четко оформить им документы, показать свой профиль, себя как бизнесмена, себя в принципе как физического лица, у которого есть легальные источники дохода. В общем, банк это все очень четко проверяет сейчас. Конечно, и вот этот момент очень важен, потому что вы, если откроете вы компанию, а у вас не будет банковского счета, вы просто будете заморожены в плане того, что вы не можете принять на свои счета, конечно, деньги. Бывает, что предлагают открыть в других странах банковский счет, но там тоже имейте в виду, что не всегда же вы можете задепозировать тот же чек, который вы приняли от своего контрагента за оплату услуг или там работ, товаров. Вот. Есть свои моменты, нюансы, вот это тоже надо учитывать. Вот. Ну и, конечно, важный момент у бизнесменов – риски, когда вы не знаете законы. То есть, если вы открыли бизнес, вы должны понимать, какой учет вы будете вести, какие требования предъявляют к вам, просчитать нужно. Вот очень важный момент, когда бизнесмены не просчитывают. И очень важный момент просчитывать не только денежное выражение, но еще нужно понимать, какие отчетности, документацию, потому что незнание в последующем, вы знаете, не освобождает от ответственности. Более того, вы бьет по карману очень сильно, особенно в Эмиратах. Поэтому, друзья, когда открываете бизнес, лишний раз не поленитесь, возьмите консультацию или подробнее ознакомьтесь с деятельностью своей компании, организации, поговорите с теми, кто уже открыл, посмотрите, какие риски, какие есть требования госорганов к вашей организации, к вашему виду деятельности. Вот, это были основные вопросы по поводу бизнеса, да, открытия. Это виза бизнесмена, и на нее можно получить визу как учредитель, можно на свою семью получить визу. Это очень удобная виза, которая дает вам такое поле свободы. Вы можете открыть, даже не имея офиса физического, и фризоны вам дают такую возможность. Но, конечно, мейнленд, земля, она более серьезна, более, скажем так, физический офис нужен, и все со всеми вытекающими отсюда требованиями от законов Эмират. Так, друзья, виза инвесторов в бизнес мы сказали, теперь есть виза инвесторов в недвижимость. Виза в недвижимость, да, если у вас раньше был на 1 миллион дирхам, вы покупаете недвижимость, то сейчас достаточно иметь от 750 тысяч дирхам, уже снизили пороговое значение для того, чтобы вы имели недвижимость на эту оценочную стоимость, и после этого вы можете смело оформлять на себя
на свою семью. Семья – это жена, близкие родственники, это дети несовершеннолетние, вы можете на них оформить визу и смело приезжать и жить на территории Эмиратов. В принципе, с визой по инвесторам в недвижимость вопросов не возникает. Как правило, это люди, которые хотят пожить в этой стране, которые уже скопили какой-то капитал, поэтому единственные такие моменты надо знать, что там должно быть не в ипотеку вы приобретали, оплатили вы, что стоимость это должна превышать, ну как бы оценочная стоимость должна быть такая, потом вы не можете продать ее на протяжении этого периода. Ну и, конечно, если есть виза, если стоимость имущества выше, то у вас и на порядок по годам выше, то есть на 3 года дают, на 5 лет дают, на 10 лет дают, в зависимости от стоимости приобретенного вами недвижимого имущества. Вы можете открыть банковский счет, но тоже бывают там свои требования, запросы, но тоже открываете и живете смело в этой стране, наслаждаетесь вот всеми благами. Вот сейчас, теперь мы сказали о рабочей визе, мы сказали о визе бизнесмена, мы сказали о визе, которая инвесторов в недвижимость, и есть еще виза фрилансера, друзья. Фрилансера виза – это такая виза, знаете, больше вот что-то между работником и бизнесменом, когда вы хотите и поработать на себя, и в то же время и бизнес не хотите заморачиваться, вот тогда вы можете как специалист какого-то профиля, это фотографы, дизайнеры, это консультанты, огромное количество перечень видов деятельности, которые позволяют вам работать как фрилансер. Опять же, фриланс-визы сейчас вы можете, когда непосредственно захотите, заинтересуетесь, вы проконсультируетесь, ее тоже можно самостоятельно открыть, сделать такой мониторинг рынка, посмотреть, какие выгодные условия в каких фри-зонах вам дают. Получается, ну, единственное там исключение, что это не настолько, конечно, она статусная, скажем, виза, которая, возможно, потом будет привлекательна для банков, чтобы оформить кредит вам в будущем, или это не настолько, скажем, длительный период вы можете получать. По цене она практически приближена к тому же визе бизнесмена, если вы компанию будете открывать, гораздо более будет смотреться это серьезно. Поэтому смотрите, как вам удобно, как вы хотели бы лучше оформить, либо визу фрилансера, но она дает определенную степень свободы, да, конечно, это очень тоже такая привлекательная, когда вы на себя работаете, у вас есть хороший бренд личный. Вот. Теперь, друзья, вот это основные виды виз, которые дают вам право легально приехать и жить на территории Эмиратов. Да? Также есть виза мужа, жены, когда вы оформляете husband визу. Да? Эта виза, она в принципе такая, знаете, больше, скажем так, вспомогательная виза для тех, кто приезжает, скажем так, уже как бы жена экспата или муж, скажем, того, кто работает здесь. Если вы рассматриваете такую визу для того, чтобы сюда приехать, выйти замуж за какого-либо, скажем, экспата, то это, наверное, исключительно, если такие основания, то это самое неверное такое неоправданное решение, потому что, ну, риски того не стоят. То есть вам легче получить визу, чем только рассматривать какой-то переезд через выйти замуж за, скажем так, иммигрировать, да, в эту страну. Вот, значит, общие проблемы, да, сейчас мы рассмотрели, какие существуют визы, и преимущества вы знаете переезда в эту страну. Сейчас, если можно будет и подробнее остановиться об этом, конечно, сейчас я в пару слов скажу в конце, а сейчас расскажу вам общие, да, больше проблемы, какие бывают, да. Если вы не рассчитали свой бюджет, друзья, если вы в эту страну приезжаете, вы должны иметь хороший финансовый запас прочности. Дела могут пойти не так, как вы думали изначально, поэтому и, как правило, люди при всем при том, что рассчитали, но потом обнаруживают, что страна гораздо более дороже, чем они себе представляли. Поэтому, пожалуйста, имейте вот этот вот запас прочности и рассчитывайте деньги правильно. Преувеличенное ожидание, друзья, вот очень часто бывает, что очень часто, почему я говорю преувеличенное ожидание, потому что очень часто мои клиенты говорят, а как так получилось, это же страна, вот Эмираты, это очень странно, потому что, ну, здесь человеческий фактор никто не отменял. Невозможно создать, да, чистый такой сад, скажем так, страна создает цветы, и тут сорняки будут в виде разных мошенников, людей, всяких, скажем, оригинальных личностей. Поэтому вам нужно понимать, что
есть свои нюансы, и не доверяйте, не приезжайте, и не думайте, что у вас вы абсолютно, когда мы говорим безопасности, это не имеется в виду, что вы должны, закрыв глаза, нести деньги всем и раздавать, и доверяться, скажем, скажем, ну, вы понимаете, что на самом деле нельзя просто нести деньги и тратить, не убедившись, скажем, не пожив, по крайней мере, какой-то период времени. Вот. Дальше хотелось бы сказать для тех, кто переезжает с семьей, с детьми, очень проблематично, потому что, ну, дорого, во-первых, в стране, и в отличие от многих других стран, в этой стране детям образование платное. Здесь только сами дети, граждане, они учатся бесплатно, и то их родители предпочитают отдавать их в частные школы хорошие, поэтому, друзья, с семьей, когда будете переезжать, это вдвойне дороже, втройне дороже даже. На детей расходы просто громадные здесь, поэтому этот фактор тоже надо учитывать. Вот. Это была вот основная информация, друзья, по поводу того, какие визы существуют для переезда. Изначально, пожалуйста, правильно планируйте, у вас будет все благоприятно, все будет хорошо, если вы будете заранее обдумаете и приезжаете в Эмираты жить. Это прекрасная страна, вам здесь очень понравится. Если вы когда-нибудь думали приехать, пожить, то, пожалуйста, не откладывайте, лучше сделайте, и вы всегда можете уехать. Попробуйте себе силы, подучите английский, здесь можете дальше практиковать английский. Недавно услышала такое новое, скажем, преимущество, о котором я никогда не задумывалась для тех, кто переезжает с семьей, что дети здесь остаются детьми. То есть до 16 лет дети. На самом деле такие есть. В наших странах я не знаю, но как будто ощущение такое, что наши дети рано взрослеют, они видят какие-то, наверное, наши проблемы. А здесь беззаботное детство детей продолжается, и в школе их все время так вот, как скажем, в тепличных условиях содержат, поэтому очень детям комфортно. Ну и само собой, конечно, друзья, безопасность – это самое прямо классное чувство, когда вы можете в этой стране даже не задумываться о том, что кто-то вас, скажем, обворует или, я не знаю, там, оскорбит. То есть на самом деле вот даже такие мелкие проявления, и все очень вежливые. Вообще страна сама по себе очень добрые люди, очень улыбчивые, все дружелюбны, поэтому если переедете, вы, я думаю, вам понравится, многим здесь нравится, это же показывает на самом деле вот тот поток людей непрекращающийся. Если верьте в себя, у вас все получится. Многие переезжают, и вы тоже сможете. Миллионы людей переезжают, и язык вас не должен удерживать, вы здесь его подтянете, ничего с этим не будет. Давайте я отвечу на ваши вопросы. Я смотрю, сегодня было много кто слушал эфир. Спасибо большое, мне очень приятно за ваши отзывы, обратную связь. Буду дальше продолжать работать для вас. Задавайте свои вопросы. Работают ли банки с криптой? Что вы имеете в виду, работают ли с криптой? Вообще, криптовалюта – это отдельная тема, давайте я расскажу. Там есть несколько моментов. Вообще даже застройщики даже работают, но они через опосредованно, да, через организации, которые переводят эти крипты в валюту. Интересная тема. Дают ли визу, если нет медобразования для трудоустройства в клинику на лазерную эпиляцию? Смотрите, дают вам визу, если нет медобразования, вас принимают, оформляют на, скажем так, видите, оформляют на какую-то другую рабочую визу. По ходу вы после этого получите все необходимые разрешительные документы на то, чтобы осуществлять именно косметологические услуги. Вот, это надо будет вам согласовывать Dubai Healthcare Authority, это на их сайте, посмотрите, пожалуйста, там есть подробная информация, как получать лицензии на те или иные категории, там по каждой разбивка идет, по медицинским работникам разбивка, по вспомогательным, по медсестринскому. Это правда, что нужно разрешение отца на резидент-визу, если в разводе родители? Да, это правда. Как правило, разрешение отца требуется на то, чтобы оформить визу, но это зависит, опять же, некоторые люди обходят эту норму. Я сейчас не буду рассказывать подробности, но есть возможность как бы в других фризонах, а также еще через доверенность. В общем, этот вопрос подлежит более такому детальному, такому, скажем, посмотреть ваш профиль и как можно вам помочь в этом случае. На самом деле, да, требуется согласие отца.
как проходит процесс отмены рабочей визы. Рабочая виза отменяется, также оформляется заявление от работодателя, что работник загружается это все в базу, в систему, и это легко и просто делается. Если никаких конфликтных ситуаций нет, работник подписывает, что он и cancellation letter называется, это, если переводить, это будет отмена, да, отмена документа на трудоустройство, ну вообще в целом cancel, отмена. Вот, и закрывается, вам возвращают, вот в момент, когда вы подписываете, лучше убедиться, что вы получили. Как только вы подписали, вы не получить можете свои деньги, там уже полагаться на честное слово работодателя. Какие лучше? Что имеется в виду, какие лучше? Вера, у вас был вопрос. Спасибо большое. Как же я вас вовремя нашла, через 2 недели приезжаем, открываем визу. Вы такие 3 важные вещи говорите. Такие важные. Спасибо большое, да, я очень рада, что информацией я с удовольствием делюсь, мне ее не жалко. Я чем больше рассказываю, тем больше сама обогащаюсь. У меня здесь просто огромный поток информации, очень много нового вносится. Вот сейчас закон приняли, будет у нас корпоративный налог 9%. Ну, посмотрим, он в 2023 году внедряется. И закон уже вот 2 февраля вступил в силу трудовой. Сегодня смотрите мой прямой эфир по поводу этого закона. Рассказала, конечно, у нас еще есть сроки на то, чтобы заменить контракт трудовой на 3-летний теперь будет у всех. Вот. И агентство по трудоустройству какие лучше? Ну, смотрите, агентство вам не нужно, я думаю. Ну, я не уверена, конечно, что сейчас, как с этим обстоят дела, когда я сюда трудоустраивалась, также существовали агентства, но вы можете напрямую устроиться. Это Dubai Healthcare Authority. Вам нужно, напомните, на каком сайте посмотреть информацию про лицензию, где получить Вам нужно посмотреть, DHA называется, это их сайт, это Министерство здравоохранения, которое именно дубайское, да, именно если вы в Дубае будете работать, имейте в виду, что здесь Эмираты, они несколько же Эмиратов, у нас 7 Эмиратов, и в каждом Эмирате свои, скажем так, отдельные требования к тем или иным вопросам. У них там общие федеральные законы существуют, и по Эмиратам делятся законы. Вот, друзья, всем спасибо большое. Я все вопросы вроде ответила. Если будут еще вопросы, задавайте мне в личные сообщения, скидывайте. Не всегда удается вовремя ответить, но я стараюсь быть на связи максимально как можно. Вам большое спасибо, что оставались со мной в прямом эфире. С вами была Айман Ескараева, юрист в Дубае. Всем пока!